вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. Сегодня мы вместе с вами приготовим домашний коньяк. Конечно, это не настоящий брендовый коньяк, а всего лишь имитация коньяка в домашних условиях. Потому что настоящий коньяк, он делается из виноградного спирта и продолжительное время настаивается в дубовых бочках. Но тем не менее, по мнению моих родных, коньяк по этому рецепту получается очень вкусным. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для того, чтобы приготовить коньяк в домашних условиях, мне понадобится 2 литра спирта, спирт 48 градусов, 60 грамм сахара, 15 грамм коры дуба, молотая корица на кончике ножа, молотый мускатный орех на кончике ножа, гвоздика 2 штучки, кориандр горошком 4 штучки. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для начала нужно взять кору дуба. Я купила самую обычную кору дуба в аптеке, вот такой вот упаковочке, она очень дешево стоит. Я ее пересыпала в мисочку, кору дуба промываю холодной питьевой водой. Кору дуба хорошенько промыла, всю воду слила с помощью ситечка. За эти несколько секунд, пока ее промывала, она немножко набухла и увеличилась в объеме. Пока ее отставляю, расскажу вам немножко о спирте. Это домашний самогон, самогон двойной перегонки, поэтому он не имеет резкого запаха самогона, а пахнет обычным спиртом. Здесь 2 литра, 48 градусов. Сюда, к этому спирту, добавляю приправы. Кориандр горошком нужно просто раздавить ложкой. И добавляю промытую уже кору дуба. Я все перемешала, добавляю сахар и снова все перемешиваю. Я все перемешала, накрываю банку крышкой и отправляю коньяк в теплое темное место на 14 дней. Каждый день коньяк нужно доставать и хорошенько взбалтывать. Коньяк постоял в теплом темном месте 7 дней. На протяжении этих 7 дней я его каждый день доставала и хорошенько взбалтывала. Смотрите, какой он получился красивый, насыщенный, цвет настоящего коньяка. Я его обратно отправляю в теплое темное место на 7 дней. И на протяжении этих 7 дней каждый день буду доставать и хорошенько его взбалтывать. Прошло 14 дней, коньячок домашний хорошенько настоялся. Посмотрите, какой он получился красивый, насыщенный цвет. Померяем, какой же градус получился при выходе. Часть коньяка я налила в колбу. Нужно взять спиртометр. У меня здесь на спиртометре разметки 40, 50, 60 градусов. Опускаем спиртометр в колбу. Может, вы увидите, что на выходе коньячок получился 40 градусов. Пришло время сливать коньяк. Для того, чтобы слить коньяк, мне понадобится 3-литровая банка, удлиненное горлышко от литровой пластмассовой бутылки, ватный диск, кусочек ватки размером приблизительно 5 на 12 сантиметров. Для начала сделаем самодельный фильтр. Для этого нужно взять вату, немножко с края ее мы подгибаем вот так вовнутрь. И сейчас с этого ватного кусочка мы сформируем ватную пробку. Ватную пробку я сделала. Берем горлышко. Лейка не подойдет, потому что лейка очень узкая, и вы долго будете фильтровать коньяк. Поэтому, когда вот такое вот более толстенькое горлышко, так намного удобнее и быстрее. Берем ватный диск, на ватную пробку одеваем диск и это все просовываем в бутылку. Такой должен у вас получиться фильтр. Одеваем фильтр на банку, наливаем коньяк, и процесс фильтрации сейчас начнется. На выходе получится очень красивый и прозрачный коньяк.
Коньяк в процессе фильтрации уже очистилась большая часть коньяка, и таким вот образом я профильтрую весь коньяк. Коньяк готов, а продегустирует его мой любимый муж. Всем привет, дорогие друзья! Ну и как всегда, мне досталась самая трудная работа – это дегустация. Для начала поговорим о цвете нашего коньячка, потому что он получился фантастически красивый, такой янтарный, и это без примесей чая или очень многие используют жженый сахар. Все очень простой очень рецепт и очень все красиво. Ну и теперь наконец-то попробуем. Хотя я вкус этого коньячка знаю наизусть, очень часто и много раз его пил. На запах очень отдаленный аромат такой сладости, очень изысканный, тонкий. Пробуем. Ух, как всегда супер. Очень приятное послевкусие у этого коньячка. Напиток получился крепким, тем не менее очень легко пьется. Очень мягенький вкус, чувствуются согревающие свойства, уже пошло тепло. Чувствуются, конечно, дубильные вещества, немножечко цепляет десну. Хотя вот послевкусие ощущение такое, что все-таки напиток крепкий, очень насыщенный. Многие делают его на щепе, а не на коре дуба. Но мне больше нравится на коре, он получается вот крепче, насыщенней. А те, кто любит более мягкий вкус, можно просто добавить кубик льда. Я вам рекомендую попробовать этот рецепт. Это очень вкусно. А с вами была Наташа Пархоменко и Антон Пархоменко. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!